Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня я к вам с очень нежной, воздушной и очаровательной моделью. Это джемпер из японского журнала, то есть разработали дизайнеры Японии. И, конечно, он представляет интерес прежде всего для любительниц нежной ажурной вязки из тонкой пушистой пряжи типа мохера или ангоры. Вот сегодня мы будем с вами вязать этот джемпер. Я подготовила полностью для вас расчеты. С 42 получается у нас по 54 размер. Мы будем с вами конкретно выбор пряжи я вам предлагаю. И у нас выбор спиц. Мы вяжем образец, делаем расчеты плотности, и на основе этих расчетов, конечно же, все дальнейшее описание идет. Всем, кому интересна модель, кто заинтересовался, остаемся со мной далее на канале. И все по порядку: схема, выкройка, вязание образца, расчеты. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Для вязания образца я выбрала пряжу Alize Real 40 Ангора, серия Ангора. Это очень приятная мягкая пряжа, 100 грамм 480 метров, очень экономная турецкая пряжа, намного хватит, да. В принципе, этот джемпер можно связать буквально из 2 моточков на маленький размер. У меня голубой цвет 40 написано. Вот. И, в общем-то, состав ее тоже 60% у нас идет акрил, 40 идет процентов шерсть. Узорчик очень легкий, в принципе, спицы я использовала 3,5. Вот, так вот выглядит наш образец. Здесь 2 раппорта в ширину и 1 в высоту. Листики такие. Давайте сейчас посмотрим на схему. Схема узора у нас выглядит вот таким образом. Красным выделен раппорт узора. Это 14 петель ширина и 40 рядов высота. Ну, здесь очень однотипные идут действия, да, то есть здесь по логике вещей очень легко вязать, если я вам честно скажу. Условное обозначение, общепринятое, пустая клеточка – это лицевая петля. Затем горизонтальная черточка – это изнаночная петля. Вот этот знак – это 2 вместе лицевой с наклоном, получается, влево, и зеркально 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Это 3 вместе лицевой с наклоном влево я вязала. Кружочек – это накид. На этом все условные обозначения, девочки, собственно, заканчиваются. Давайте теперь на выкройку взглянем. У нас есть вот такая выкройка. Смотрите. То есть выкройка у нас классический вариант, рукав с окатом, пройма, все как положено. Вот оно так у нас выглядит, это все. Кому нужно, делайте скрин. В принципе, во второй части видео, где мы будем делать расчеты, я буду рассказывать вам о конкретных размерах, о мерках, все там. А здесь просто общее очертание. Ну и описание, которое будет выложено под видео, я всегда вам в большинстве своих мастер-классов я это все, что мы с вами проговариваем вслух, я стараюсь это все зафиксировать и в виде текста выложить под видео.
Поэтому вот это все будет под видео, девочки. Поэтому, конечно, читать я это ничего не стану, вы сами и прочитаете, да? Размеры, как я уже сказала, с 42 по 54 рассматриваем. Длина изделия в моих расчетах используется так же, как и в оригинале, 56 сантиметров по выкройке. Но это легко отрегулировать под себя любимых. Как это сделать, я тоже рассказываю в сегодняшнем мастер-классе. Итак, сейчас приступаем к вязанию образца. Для вязания этого образца будем набирать с вами 31 петлю. Вообще по схеме 30 петель получается вместе с кромочными, но автор, который составлял схему, не учел, что у нас идет здесь одна для симметрии петля крайне левая должна быть, иначе узор не получается. Поэтому, девочки, обязательно здесь надо добавить крайне левую одну петлю еще к тем, которые у нас по схеме 7 есть. Да? То есть у нас должно быть здесь после раппорта 8 петель. Вот. И должны эти половиночки быть зеркально симметричные. Вот 7 и 8 одинаково должны быть, вязаться. Давайте начнем вязать. 7 петель перед раппортом сейчас у нас идут. 7 петель перед раппортом вяжем. Вяжется первая кромочная лицевой, и далее изнаночная петля, накид, 2 лицевые, 1, 2, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные. Связали с вами эти 7 петель. Теперь начинается раппорт узора. 3 изнаночные, 1, 2, 3. Затем у нас идут 2 вместе лицевой с наклоном вправо, затем идут 2 лицевые, накид, изнаночная, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные. Раппорт связали. За раппортом 7 петель, 3 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, кромочная, изнаночная. Все четные ряды, которые являются изнаночными, мы будем вязать, как смотрят петли. Накиды провязываем изнаночными. Третий ряд у нас с вами вяжем следующим образом. 2 изнаночные, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная. Это было 7 петель перед раппортом. Теперь вяжем целый раппорт. 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, 3 изнаночные, 1, 2, 3 по центру раппорта. Опять накид, 2 лицевые и 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная. Связали раппорт узора. За раппортом 7 петель, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, изнаночная, кромочная тоже изнаночная. Четвертый ряд вяжем, как смотрят петли. Пятый ряд у нас с вами. Вяжем пятый ряд. 7 петель у нас перед раппортом. Начинаем 3 изнаночные. 1, 2, 3. Накид, 2 лицевые. 1, 2. 2 вместе лицевой с наклоном влево.
Связали 7 петель. Дальше идет раппорт. Вяжем изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид и 5 изнаночных по центру. 1, 2, 3, 4, 5, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Раппорт связали и 7 петель за раппортом вяжем как изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид и 2 изнаночные, кромочная и изнаночная. 6-й ряд вяжем как смотрят петли. У нас 7-й ряд. 7 петель вяжем перед раппортом. Первая идет лицевая, накид, 3 изнаночные, 1, 2, 3, 2 лицевые. Связали с вами 7 петель и начинаем вязать раппорт. Раппорт начинается у нас с 3 вместе 1 лицевой петлей. Я делаю с наклоном влево. Мне так удобно. Кому как удобнее, девочки, так и вяжите этот элемент. 2 лицевые, 3 изнаночные, накид, лицевая по центру, накид, 3 изнаночные и 2 лицевые. Связали раппорт узора. 7 петель за раппортом вяжем как? Также начинаем 3 вместе лицевой 1, 2 лицевые, 3 изнаночные и накид, кромочная и изнаночная. Все. Следующий у нас с вами будет 8-й ряд вязаться как смотрят петли. 9-й ряд. 7 петель перед раппортом вяжем. Лицевая, накид, лицевая. Далее идут 3 изнаночные, лицевая. И сейчас начинается раппорт. Раппорт вяжем как 3 вместе 1 лицевой с наклоном у меня влево, лицевая, 3 изнаночные, лицевая, накид, по центру лицевая, снова накид, лицевая, 3 изнаночные. То есть тут симметрия идет. И лицевая. Раппорт связали. За раппортом идут 7 петель. Вяжем как 3 вместе 1 лицевой, лицевая. Затем идут 3 изнаночные, лицевая, накид, кромочная, изнаночная. 10-й ряд вяжем как смотрят петли, накиды провязываем изнаночными. 11-й ряд у нас с вами. Вяжем. Первая петля идет лицевая, накид, 2 лицевые, 3 изнаночные. Связали с вами 7 петель перед раппортом. Теперь вяжем сам раппорт. 3 вместе 1 лицевой с наклоном у меня влево. Далее вяжем 3 изнаночные, 2 лицевые, накид, по центру лицевая, снова накид, 2 лицевые и 3 изнаночные. 1, 2, 3. Раппорт связан. За раппортом у нас идут с вами 7 петель. Вяжем их как 3 вместе 1 лицевой, 3 изнаночные, затем 2 лицевые и накид, кромочная, изнаночная. 12 ряд у нас с вами как смотрят петли. У нас с вами 13 ряд по схеме. 7 петель перед раппортом вяжем. Это 4 первые лицевые вяжем. 1, 2, 3, 4. И 3 изнаночные. 1, 2, 3. Далее вяжем сам раппорт. Лицевая, 3 изнаночные и по центру 7 лицевых.
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Снова 3 изнаночные. Раз, два, три. Раппорт связан. Такой простой. За раппортом у нас идут с вами 7 петель. Первая лицевая, затем 3 изнаночные и 3 лицевые. Раз, два, три. Кромочная, изнаночная. Отлично. Связали, да? 14 ряд будем вязать, как смотрят петли. 15 ряд вяжем 7 петель перед раппортом. Первые 2 вместе одной лицевой с наклоном влево. Затем идут 2 лицевые, 3 изнаночные, накид. Связали. Затем начинается раппорт узора. Вяжем первая лицевая, накид, 3 изнаночные, раз, два, три, 2 лицевые, раз, два, 3 вместе одной лицевой с наклоном влево я вяжу, затем опять 2 лицевые, 3 изнаночные, накид. Раппорт связан, за раппортом идут 7 петель. Вяжем лицевая, накид, 3 изнаночные, две лицевые. 17 ряд у нас, девочки, следующим образом вяжется. 7 петель перед раппортом. Это 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, 3 изнаночные и накид лицевая. Далее вяжем раппорт узора. 2 лицевые, накид, 3 изнаночные, лицевая, 3 вместе одной лицевой, снова лицевая, 3 изнаночные, накид, лицевая. Раппорт связан, и за раппортом 7 петель вяжем 2 лицевые, накид, 3 изнаночные, лицевая, кромочная, изнаночная. 18 ряд вяжем, как смотрят петли. 19 ряд вяжем следующим образом. 7 петель перед раппортом у нас 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 изнаночные, накид, 2 лицевые. И далее вяжем раппорт узора. Первый идет изнаночная петля, 2 лицевые, накид, 3 изнаночные. По центру вяжем 3 вместе лицевой, затем опять 3 изнаночные, накид и 2 лицевые. Раппорт связан. За раппортом у нас с вами вяжется первая петля изнаночная, 2 лицевые, накид и 3 изнаночные. Раз, два, три. И вот 21 ряд. Вяжем 3 изнаночные, первые идут. Сейчас речь идет о 7 петлях перед раппортом. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид. Связали. Далее идет раппорт. Начинается он с изнаночной, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 5 изнаночных. Раз, два, три, 4, 5. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые и накид. Раппорт связан. За раппортом 7 петель вяжем. Первая изнаночная, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном
влево, 2 изнаночные. Кромочные тоже изнаночные связали. 22 ряд вяжем, как смотрят петли. 23 ряд. 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид изнаночный. Связали 7 петель и далее вяжем раппорт узора. 2 изнаночные, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 изнаночные и 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид изнаночная. Раппорт связан. За раппортом идут 7 петель. Вяжем 2 изнаночные, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная. Кромочная тоже изнаночная. 24 ряд вяжем, как смотрят петли. 25 ряд у нас вяжем. Первая петля идет изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид и 2 изнаночные. Это было 7 петель перед раппортом. Вяжем сам раппорт 3 изнаночные, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид и 2 изнаночные. Раппорт связали. За раппортом 7 петель вяжем, 3 изнаночные, 1, 2, 3, делаем накид, 2 лицевые, 1, 2, и в конце 2 вместе 1 лицевой с наклоном влево, кромочная и изнаночная. Это были 7 петель за раппортом. 26 ряд вяжем, как смотрят петли. 27 ряд. Семь петель перед раппортом вяжем 2 вместе 1 лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, 3 изнаночные, делаем накид, и у нас начинается раппорт узора. Раппорт узора, первая петля идет лицевая, накид, 3 изнаночные, 1, 2, 3. Затем идут 2 лицевые, и по центру идут 3 вместе 1 лицевой. Затем опять 2 лицевые, 3 изнаночные, накид. Раппорт связан. За раппортом у нас идут с вами 7 петель. Вяжем их как первая лицевая, накид, затем идут 3 изнаночные и 2 лицевые. И вот здесь, смотрите, опять одна петля у нас с вами лишняя получается, потому что здесь сделается накид и не учтено, что надо сделать 2 вместе. Вот так вот. Вот такая ошибка. Поэтому 29 ряд у нас. Вяжем 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, 3 изнаночные, и далее идет лицевая, накид, связали 7 петель перед раппортом, сам раппорт вяжем, лицевая, накид, лицевая, 3 изнаночные, лицевая, 3 вместе 1 лицевой, лицевая, 3 изнаночные, лицевая, накид, раппорт связан. За раппортом вяжем лицевая, накид, лицевая, 3 изнаночные,
1 лицевая и 2 вместе лицевой, кромочная, изнаночная. 30 ряд вяжем, как смотрят петли. 31 ряд. Вяжем 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 изнаночные, 2 лицевые и накид. Связали 7 петель перед раппортом. Вяжем раппорт узора. Лицевая, накид, 2 лицевые, 3 изнаночные, по центру 3 вместе 1 лицевой, снова 3 изнаночные, 2 лицевые и накид. Раппорт связан. И за раппортом вяжем 7 петель следующим образом. 1 лицевая, накид, 2 лицевые, 3 изнаночные, 2 вместе 1 лицевой. Кромочная вяжется изнаночной. 32 ряд вяжем, как смотрят петли. Вяжем 33 ряд. Первая петля у нас лицевая, затем идут 3 изнаночные, затем идут 3 лицевые, 7 петель связали. Начинаем вязать раппорт узора. 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, 3 изнаночные, лицевая, снова 3 изнаночные, и далее идут 3 лицевые. Раппорт связан. Вяжем за раппортом 7 петель, 4 лицевые, 3 изнаночные, и петля у нас была для симметрии лицевая, кромочная, изнаночная. Так, 34 ряд вяжем, как смотрят петли. 35 ряд вяжем. 7 петель у нас идут перед раппортом. Начинается лицевая, накид, 3 изнаночные. Затем идут 2 лицевые. Связали 7 петель. Начинаем вязать раппорт узора. 3 вместе 1 лицевой, 2 лицевые, 3 изнаночные, накид, лицевая, накид, 3 изнаночные и 2 лицевые. Раппорт связан. За раппортом вяжем 3 вместе 1 лицевой, 2 лицевые, 3 изнаночные, накид и для симметрии 1 лицевая, кромочная, изнаночная. 36 ряд вяжем, как смотрят петли. 37 ряд вяжем следующим образом. Значит, начинается у нас 2 лицевые, накид, 3 изнаночные и лицевая. Далее вяжем раппорт узора. Он начинается 3 вместе 1 лицевой, лицевая, затем идут 3 изнаночные, накид, по центру 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, опять 3 изнаночные и лицевая. Связали раппорт. За раппортом вяжем 3 вместе 1 лицевой, лицевая, 3 изнаночные, накид, лицевая и 1 лицевая для симметрии, кромочная, изнаночная. 38 ряд вяжем, как смотрят петли. Вяжем 39 ряд. Этот ряд у нас последний лицевой в раппорте. Вяжем 7 петель перед раппортом. Начинается с изнаночной, 2 лицевые, накид, 3 изнаночные. И далее вяжем раппорт узора. 3 вместе 1 лицевой, 3 изнаночные, накид, 2 лицевые, по центру изнаночная, снова 2 лицевые, накид и 3 изнаночные. Раппорт связан.
И за раппортом вяжем 3 вместе одной лицевой, 3 изнаночные, накид, 2 лицевые и 1 лицевая для симметрии, кромочная и изнаночная. 40-й ряд вяжем, как смотрят петли. И у нас с вами повтор раппорта будет с первого ряда снова. А сейчас наша задача все это дело отпарить, расправить и сделать расчет плотности. Так, у нас горячий пар, и мы вот так обдаем наш узор, наш образец. И все это дело вытягиваем во влажном состоянии. Еще раз. Тянем в разные стороны. Выпрямляем. Так. Все. Теперь оставляем сохнуть. Измеряем ширину нашего образца. Получается 16 сантиметров. Мы набирали 30 петель. 30 мы делим на 16 сантиметров. Это 1,87. Ну, можно писать 1,9. В одном сантиметре пишем. У нас 1,9 петель. По вертикали также измеряем высоту образца. Тут у нас вот немножко неровно край. Так, ну 18,5. И здесь, быть честными, то 30, ну давайте 40 напишем. 40 делим на 18,5 сантиметров. Получаем 2,15. Давайте так запишем. В одном сантиметре 2,15 ряда умещается. Так, теперь смотрим выкройку, подставляем вот эти значения, чтобы сделать расчет. Вот такую выкройку я предлагаю использовать. Это родная выкройка от модели. И здесь у нас сейчас главная задача определиться с шириной спинки переда на тот или иной размер и определить количество петель, сколько по нашей плотности нам нужно набирать, чтобы еще и при этом симметрично и красиво расположить узорчики. Смотрите, мои хорошие, я уже все рассчитала, и сейчас вам просто буду доносить информацию, какая у меня получилась. Я для 42-44 размера, у меня получилась ширина спинки переда 46 сантиметров, и 46 умножить на плотность 1,9 это 87 петель. 46 мы умножаем на 1,9, 87 петель. Располагаем узоры следующим образом. 87 мы делим на 14 петель в раппорте и получаем целое число 6. Нам надо 6 раппортов. 6 на 14 это будет 84 петли. Одна петля у нас идет для симметрии и 2 петли кромочные. Вот у нас наши 87 петель, из чего складываются. Следующий момент. Отсюда дальше танцуем, скажем так. Располагаем узоры следующим образом. Смотрите, как мы с вами вязали по схеме. У нас с вами шли 7 петель первые, да, которые идет половинка раппорта, затем идет целые раппорты друг за другом, чередуются, и завершается все опять половинкой раппорта. Для чего это делается? Ну, я так понимаю, это делается для того, чтобы красиво и симметрично расположить наши узоры. Но на схеме есть ошибка. На схеме не показана еще одна дополнительная петля. В рядах я столкнулась в 15, 17, 19 рядах. Здесь идет прибавка прибавочки, да, вы видели. И вдруг, значит, у нас идет накид, а
уравновешивающий, так скажем, элемент 2 вместе не провязывается одной петлей. И получалось, что у нас все время в каждом ряду идет прибавка, и все это дело можно до бесконечности прибавлять, и будет получаться ерунда. Поэтому для этой цели добавляется еще одна крайне левая петля, чтобы вот это уравновешивать накиды и 2 вместе, когда провязываем. Поэтому, значит, также мы будем и вязать. То есть для первого размера мы делаем с вами 5 раппортов по центру. И 6-й раппорт мы делаем с вами, делим пополам его и делим его по 7 петель. Справа, слева, как вязали. 1 петля крайне левая для симметрии и кромочной. В сумме это 87 петель. Для следующего размера добавляем еще 1 раппорт на 14 петлях. То есть для размера 46-48 ширина получается 53 сантиметра спинки переда. И в петельном эквиваленте это составляет 101 петля. Располагаются узоры, я вам уже сказала. Это 7 раппортов и 6 раппортов в центре, и 7 делится пополам. Крайне правая часть и крайне левая, плюс 1 для симметрии и 2 кромочные. Для 50 размера ширину берем 55 сантиметров, и это 105 петель. У нас с вами 4 петли надо добавить для того, чтобы расширить, да, наше полотно. Я предлагаю, раппортами здесь никак не расширишь, здесь только можно с помощью изнаночных дополнительных петель добавить. То есть 2 изнаночные справа, 2 изнаночные слева. Добавляются 4 петли. В сумме это 105 петель. Можно 3 изнаночные добавить. Тогда будет в сумме 107 петель. То есть, девочки, здесь на ваше усмотрение в 50 размере. Но разбавлять вот эту вот величину в ширину я рекомендую симметрично с помощью изнаночной глади с 2 сторон, да, к бокам. Так, и для 52-54 размера 60,5 сантиметров получается ширина спинки и переда, и это 115 петель. И это у нас получается уже 8 раппортов. То есть я добавила 8, значит, еще 1 раппорт, 8 раппортов. По центру у нас 7 раппортов. 8-й раппорт делится также пополам. Ну и, в общем, 1 петля для симметрии, 2 кромочные, то же самое. Теперь, что у нас касается выреза горловины. Смотрите, у нас по вырезу горловины вот стоит мерочка 20 сантиметров. Ну, в принципе, этого достаточно. Единственное только, что для большого размера здесь нужно побольше сделать. И по моей плотности 20 умножить на 1,9, это получается... Вот я сделала, там должно быть нечетное число, там 38 получилось, я сделала нечетное число, 39 взяла. Затем у нас идет 41 петля и 43 петли для самого большого размера. Также у нас и по пройме. Глубина проймы обычно делается 5-6 сантиметров в зависимости от размера. Вот. Ну и также умножаем на плотность. И в петельном эквиваленте это по размерам опять-таки 10 петель, 11 и 12. Закрывается равномерно. Описание будет под видео, поэтому я там рассказываю, как закруглить вот это все дело. И по вырезу горловины закругляем, и здесь как закруглить. Там почитайте, девочки. Теперь, что касается вертикальной плотности, я все время не устаю об этом говорить. Пожалуйста, не игнорируйте ее. Пожалуйста, ее обязательно используйте. Мы ее посчитали. У нас в 1 сантиметре 2,15 ряда. Как это применяется? Смотрите, у нас на выкройке, сейчас рассказываю для примера, потому что у нас у всех рост разный, и у вас будут свои мерки здесь, особенно в длину. Общая длина по вот этой выкройке, я посчитала, это 56 сантиметров длина изделия. Но это не очень большой рост, я так скажу, около 1,60 м. Вот. И даже меньше. То есть здесь явно нужно длину побольше делать. Но если вы, конечно, не хотите короткий джемпер. Смотрите, от планки, которая у нас вяжется резинкой 1 на 1, мы переходим к ажурному узору и до проймы мы вяжем 27 сантиметров по выкройке.
27 надо умножить на плотность по вертикали. 27 на 2 – 15. Получаем 58 рядов. Вот 58 рядов нам и нужно вязать обязательно, девочки. Не игнорируйте этот момент. После стирки ваше изделие может вытянуться. Если вы будете вязать согласно сантиметрам, прикладывать обычно, да, как делают бабушки в деревне, они берут сантиметр и меряют. Меряют. Ну, можно, конечно, и четко растянуть и намерить, а можно ошибиться. Чтобы этого не произошло, мы заранее вяжем образец и рассчитываем вот эту плотность. Уже в растянутом состоянии полотно измеряем. Затем этот коэффициент плотности мы умножаем на наши сантиметры и получаем ряды. И вяжем по рядам. 58 рядов легко перевести в раппорты. Смотрим на схему. У нас 40 рядов раппорт. Вот мы 58 рядов. Ну, то есть у нас здесь один раппорт и еще 18 рядов до проймы. Очень легко посчитать. Один раппорт, еще 18 рядов. Связали изнаночный, вот и все, ряд. И далее идет закрытие петель у проймы. Очень легко здесь все будет проконтролировать. Так, спинка у нас передом, как всегда, отличается лишь вырезом горловины. У переда он более глубокий, да. Теперь к рукаву переходим. Смотрите, здесь тоже идет высокая планка, 8 сантиметров в высоту, так же, как у спинки и переда. Вяжете эту резиночку, и в последнем изнаночном ряду предлагаю добавить петли, до 59 петель довести. Это, девочки, у нас 4 раппорта, по-моему. Сейчас 59 разделить на 14 петель. Это 4 раппорта, плюс 1 петля также для симметрии и 2 кромочные. Также располагаете их, как у переда и спинки. То есть 3 раппорта в центре у нас идут по 14 петель. Да? 4-й раппорт делим пополам по 7 петель справа-слева. 1 для симметрии, ну и кромочные. В сумме это будет 59 петель. Вот. Теперь, что касается скоса. Скос часто вызывает вопросы, как их прибавлять равномерно. Вот здесь у нас тут прибавки, 2 скоса. Ну, для этого мы высчитываем самую широкую часть рукава. Я уже это все посчитала. Вот. Затем для примера показываем из 73, это у нас первый размер, 73 отнять 59, у нас получается 14 петель. И 14 петель мы делим на 2 скоса приходится по 7 петель прибавок. Вот. Как их сделать равномерно? Также мы применяем вертикальную плотность. Смотрите, от планки до оката у меня 32 сантиметра стоит мерка по выкройке. У вас другая будет. Вот, вы 32 умножаете также на вертикальную плотность 2,15 и получаем ряды 68 рядов. Теперь эти 68 рядов необходимо поделить на 7. 68 делим на 7 петель, которые надо прибавить по скосу, и получаем вот такое число. Ну, это почти в каждом 10-м ряду делать прибавки. Вот таким образом. Это легко вот так контролируется тоже. Так, ну а я про окат скажу отдельно. Окат будем для новичков лучше составить выкройку в натуральную величину и все эти округлости вязать, четко прикладывая свое полотно к выкройке. Для тех, кто уже опытный, вообще не надо ничего объяснять, вы сами этот окат сформируете. Для тех, кто хочет изучить это очень досконально, будет статья на расчет оката под видео выложена. Вообще все вот это, что мы сегодня с вами разбирали, все это описание у меня действительно выложено под видео в виде текста. Поэтому я думаю, что вопросы у вас не возникнут. Это все как бы расчет для примера. Вы видели, что здесь может и пряжа у вас быть другая, да? И спицы вы другие можете использовать. Поэтому, конечно же, плотность, возможно, будет немножко отличаться от моей, но на примере моих расчетов и моего рассказа, объяснения, вы также сможете, девочки, научиться делать индивидуальный расчет для себя.
Ну, а на этом я с вами заканчиваю мастер-класс. Желаю вам удачи, чтобы у вас все получилось. И до новых встреч!